Привет, друзья! Вот скажите, кто-нибудь из вас покупал смартфон, а после совсем не пользовался его камерами? Ответ очевиден. Камеры смартфонов сейчас это не просто инструмент для развлечения, они выполняют уйму полезных функций. В этом видео 33 смартфона с лучшими камерами на данный момент. Оценки смартфона выставлены специалистами из лаборатории DxOMark, которая проводит тщательные исследования каждого аспекта камер. В прошлом видео мы начали топ, обязательно его посмотри. Сейчас продолжим. Итак, какой смартфон снимает лучше остальных на данный момент? На 15 месте расположился Apple iPhone 12 Pro, который вышел в октябре 2020 года по цене в $1000. Его производительность фотографий стабильна по всем параметрам и во многих областях немного лучше, чем у прошлой версии 11 Pro Max. Смартфон выделяется своим видеорежимом, который благодаря технологии Dolby Vision предлагает более широкий динамический диапазон, чем у многих конкурирующих телефонов. Видео смартфон снимает в 4К с частотой до 60 кадров в секунду. Смартфон получил 135 баллов за фото, 66 за зум и 112 баллов за видео. Общий балл смартфона 128, и это 15 место рейтинга. На 14 позиции разместился его старший брат Apple iPhone 12 Pro Max, который вышел также в октябре 2020 года, но цена в $1100. Качество изображений очень хорошее, автофокус молниеносный и точный, детализация высокая, а цвета в целом приятные. Динамический диапазон смартфона мог бы быть и лучше, но мобильные фотографы в целом должны остаться довольны. Видео смартфон так же как и 12 Pro снимает в 4К Dolby Vision HDR с частотой до 60 кадров в секунду. Смартфон получил 138 баллов за фото, за зум ему достается 68 баллов, а за качество видеосъемки 113 баллов. 130 общий балл смартфона, 14 место лучших камерафонов. iPhone, конечно, занимает не лидирующие позиции, но по количеству смартфонов компании в топе лидеров его не переплюнуть. 13 место рейтинга занимает снова яблочные представители. Оба смартфона вышли в сентябре 2021 года, и это Apple iPhone 13 mini по цене в $900 и Apple iPhone 13 по цене в $970. Оба смартфона отлично себя показывают во всех направлениях. Точная экспозиция, приятные цвета и баланс белого. Приятные оттенки кожи даже в сложных сценах с контровым освещением. Хорошая детализация при дневном свете, а также точная и стабильная стабилизация. При этом оба смартфона снимают 4К или Full HD видео до 60 кадров в секунду HDR с Dolby Vision. Смартфоны получают одинаковые оценки. 138 баллов за фото, 55 за зум и 117 баллов за видео. Общий балл обоих смартфонов 130 баллов. Одну секундочку, немного разомнусь. Раньше, кстати, люди делали и утреннюю зарядку, а теперь делают только вечернюю, чтобы утром смартфон был заряжен. Но зарядка нужна и нам. Так, поехали дальше. Топ-12 занял Vivo X50 Pro Plus, дата выхода на рынок июль 2020 года, а приобрести его можно за $650. X50 Pro Plus имеет установку с 4 камерами, как и более старый X50 Pro, но не предлагает замечательной стабилизации. Тем не менее, его характеристики многообещающие. Основная камера на 50 мегапикселей с обычной оптической стабилизацией, средний телеобъектив помещает 32 мегапиксельную матрицу со светосилой 2.1, а широкоугольный модуль на 13 мегапикселей. Видео 8К или 4К при 30 кадрах в секунду. 8К за такую стоимость сможет предложить не каждый смартфон. 133 балла за качество фотографии, 88 за увеличение и 108 баллов за видеосъемку. Общий балл смартфона 131.
топ-11 открывает Oppo Find X3 Pro. Смартфон поступил в продажу в марте 2021 года по цене $1100. Oppo Find X3 Pro – это топовый флагман бренда на 2021 год, созданный, чтобы конкурировать с лучшими высокопроизводительными устройствами и с ценой, которая позиционирует его в сегменте ультра премиум. Качество камер демонстрирует яркие и приятные цвета. Хороший компромисс между текстурой и шумом на сверхшироких фотографиях, точная оценка глубины и эффективная стабилизация видео. Максимальное разрешение видео 4К при 60 кадрах в секунду. За фото смартфону досталось 139 баллов, 71 балл за зум и 111 баллов за видео. 131 общий балл смартфона, 11 место в рейтинге. И прежде чем мы перейдем к десятке лучших, обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Так ты поможешь продвижению этого канала, а я смогу делать для тебя больше интересных и качественных роликов. Huawei P40 Pro, вышедший в марте 2020 года по цене в $1000, занял 10 место рейтинга. Смартфон по-прежнему предлагает одну из самых лучших камер, которые вы можете найти на смартфоне. За исключением некоторых проблем с цветопередачей, качество изображения на основной камере превосходное по всем параметрам. Huawei также обеспечивает превосходный баланс текстура-шумы и очень хорошее общее изображение со сверхширокоугольной камеры. Однако широкоугольник не такой широкий, как у многих конкурентов. 4К видео до 60 кадров в секунду, а по умолчанию широкоугольная камера снимает Full HD при 30 кадрах в секунду. 139 баллов за фотографию, 86 за увеличение и 113 за видеосъемку. Общий балл за камеры смартфона 132. На 9 месте расположился Xiaomi Mi 10 Ultra, который вышел в августе 2020 года по цене $800. Основная камера смартфона использует 48-мегапиксельный датчик. Длинный телеобъектив стабилизирован и имеет ошеломляющее эквивалентное фокусное расстояние 120 мм. Xiaomi также улучшили сверхширокоугольную камеру. Он предлагает оптическое фокусное расстояние и один из самых широких углов обзора среди всех камер. Видео смартфон способен записывать в 8К при 24 кадрах в секунду или 4К при 30-60 кадрах в секунду. 136 баллов оценка за качество фото, за зум смартфон получает 101 балл, а за качество видеосъемки 110 баллов. 133 это оценка за фото-видео возможности этой камеры. Asus Smartphone for Snapdragon Insiders за $1500 вышел в июле 2021 года и забрал 8 место среди лучших камерафонов на данный момент. Это смартфон для участников программы Snapdragon Insiders. Представляет собой устройство флагманского уровня. Смартфон разработан Asus и доступен для покупки в онлайн-магазине Asus и у торговых представителей. Телефон построен на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 888 и призван подчеркнуть, на что способна платформа Snapdragon, настроена ее собственными создателями. Смартфону доступна видеосъемка в 8К при 30 кадрах в секунду. Набрал он 142 балла за фото, 74 за зум и 111 баллов за видео. 133 общая оценка смартфона, и это 8 место топа. Совсем свежий Google Pixel 6 Pro, который стал дико обсуждаемым на просторах интернета, удостоился 7 позиции рейтинга. Смартфон появился в октябре 2021 года по стартовой цене в $900. Плюсы: красивые и точные цвета, быстрая и точная автофокусировка, превосходная детализация при съемке на большом расстоянии, хорошая экспозиция и широкий динамический диапазон.
Минусы. Эффект размытия боке не виден при предварительном предпросмотре, а сверхширокая камера не такая широкая, как у конкурентов. Смартфон снимает 4К при 30 или 60 кадрах в секунду. Целых 143 балла за фотографию, 71 за зум, а за видеосъемку смартфон получил 115 баллов. 135 общий балл камер Pixel 6 Pro. Итак, на шестом месте смартфонов с лучшей камерой разместился Huawei Mate 40 Pro. Вышел он в октябре 2020 года по цене в $1100. P40 Pro особенно впечатляет динамическим диапазоном, обеспечивая хорошее сохранение яркости даже при слабом освещении, с чем постоянно борются многие флагманские телефоны. Это делает его отличным выбором для любого вида фотографий, тем более при слабом освещении. Huawei более чем способен справиться с любой фотографической задачей, которую вы ему бросите. 8К видео смартфон не снимает, но на отличные 4К до 60 кадров в секунду можно рассчитывать. Смартфон получил 140 баллов за фото, 88 за зум и 116 баллов за видео. Общий балл смартфона 136, шестое место лучших камерафонов. Пять самых крутых камер на смартфоне вот-вот станут известны. Но знаешь, что я хочу тебе сказать? Не надо гнаться за всеми этими показателями. Ведь куда важнее твои навыки. Если ты умеешь находить крутые локации, работать со светом и выбрать правильный ракурс, то получить крутой снимок можно и на куда более простые смартфоны. Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max заняли 5 и 4 место рейтинга, но отнюдь не первое, не второе и даже не третье. Смартфоны вышли в сентябре 2021 года по цене в 1000 и 1100 баксов соответственно. Обе модели используют ту же настройку камеры, как и в прошлогодних моделях iPhone 12 и 12 Pro, но они теперь поставляются с более крупными датчиками и более быстрой диафрагмой в основной камере. У сверхширокоугольного сенсора размер остался неизменным, но появилась более высокая диафрагма и система автофокусировки. Что касается телекамеры, Apple увеличила радиус действия, и теперь модели предлагают трехкратное оптическое увеличение. Смартфоны снимают видео в разрешении 4К до 60 кадров в секунду, также доступно HDR-видео с Dolby Vision. Оценки они получили одинаковые: 144 балла за фото, 66 за зум и 119 баллов за видео. Общий балл смартфонов 137, пятая и соответственно четвертая позиция в этом рейтинге. Бронзовый призер и третье место среди смартфонов с лучшей камерой получает Huawei Mate 40 Pro Plus. Смартфон вышел в октябре 2020 года по цене в $1100 и до сих пор удерживает свои позиции. Что интересно, цена на него меньше не стала. Как и в стандартном Mate 40 Pro, в основной камере модели Plus используется сенсор на 50 мегапикселей с диафрагмой 1.9. Однако Plus добавляет в микс оптическую стабилизацию изображения. Сверхширокоугольная камера тоже была усилена. Mate 40 Pro Plus предлагает заметно более широкий угол обзора по сравнению с Mate 40 Pro. Однако наиболее важное различие, возможно, заключается в настройке телекамеры. В то время как Mate 40 Pro использует одну телекамеру с пятикратным увеличением, 40 Pro Plus предлагает операции между двумя камерами. Смартфон может снимать видео 4К со скоростью до 60 кадров в секунду. 144 балла за фото, 98 за зум и 115 баллов за видеосъемку. Общий балл смартфона 139, и это третье место лучших камерафонов. Серебряным призером и вторым по качеству камер по версии DxOMark стал Mi 11 Ultra. Смартфон вышел в марте 2021 года по цене в $1200. Цифры говорят все. Xiaomi Mi 11 Ultra обеспечивает рекорды для фото и видео и очень близок к вершине топа.
Камеры делают этот смартфон универсальным мобильным инструментом для обработки изображения, который легко можно порекомендовать любому создателю мобильного контента. В режиме фото он очень хорошо справляется со всеми уровнями освещения, от дневных до ночных снимков и при любых настройках масштабирования. Видео можно писать в 8К при 24 кадрах в секунду или 4К при 30-60 кадрах в секунду. Смартфон получил 148 баллов за фото, 100 баллов за зум и 117 за видео. Общий балл смартфона 143, и это заслуженное второе место в рейтинге камер DxOMark. И прежде чем мы узнаем победителя рейтинга и кто снимает лучше на данный момент, подпишись на этот канал и поставь лайк, если еще не сделал этого. Это твой большой вклад в развитие этого канала. Кстати, DxOMark тестирует и селфи-камеры, и аккумуляторы. Если тебе это интересно, обязательно напиши в комментариях и сделаем топ по селфи-камерам или по автономности и батарейкам. Итак, золотым призером и победителем по качеству фото и видео возможностей среди всех смартфонов по версии DxOMark стал Huawei 50 Pro, который вышел в июле 2021 года по цене, внимание, $900. Смартфон показал одни из лучших показателей камер во всех направлениях. Низкий уровень шума и широкий динамический диапазон, точный и естественный баланс белого, хорошая детализация на средней и дальней дистанции, а также стабильная и эффективная автофокусировка видео, которой он способен снимать в 4К до 60 кадров в секунду. Смартфон получает 149 баллов за фотовозможности, 107 баллов за увеличение и 116 баллов за качество видеосъемки. 144 балла за все камеры смартфона, и это лучший результат на данный момент. Ссылки на все смартфоны, как всегда, будут в описании. Не забудь посмотреть первую часть этого рейтинга, там тоже очень достойные камеры смартфонов. Да пребудут с тобой инновации.